Всем доброго дня, доброго времени суток, у кого какое время сейчас. Вот. А я сейчас хочу подсмотреть, что Игорь делает на кухне. Ой, как близко. Здрасте. Ой, а что это? Всем. А что это ты делаешь? А что это я делаю? А не скажу. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, подумаем, а что это может быть. Так, Что это может быть? это огурцы. Ого, лука сколько много. А вот это вкусняшек сколько разных там. Вау. Я так, конечно, предполагаю, что это может быть уже полный рот слюны от соленых огурцов и мяска. И что это будет? Я думаю, что это будет... Ой, блин, солянка. Гадала? Соляночка сборная, мясная. Да? Вот А так. будет домашний, по-домашнему? Нет, по-домашнему это с картошкой. Ну, одну картошинку. Нет, Нет? Просто чисто мясо? чисто мясо. Мясо с мясом. Ой, вот ж настоящие мужчины. Как они любят мясо. Все, мясо с мясом. Да мясо, наверное, не только мужчины любят, и женщины Все, тоже. наверное, любят. Покажите мне женщину, которая не ест мясо. Да, вот мы сегодня тоже были в магазине, и Игорь так посмотрел на рулет магазинный. Вот, ну цена, конечно, там такая, ну, завышенная, скажем так, да? И что мы решили? Мы решили... Ну, это будет Другое совершенно видео. другое видео. Сейчас вот. Внутренняя часть стегна свинины. Ну, Ну, это уже что это будет? другое Да, видео. мы вам покажем. Ну, а пока я тебя раскрыла. Готовим. Да. Бульончик наш варится, а тут мы обжариваем лучок. И он сейчас чуть-чуть жирнет, туда добавим огурцы. Мисливські колбаски. Мгм. Дуже смачненькі. Да, конечно. Я помню, давно было заведено так обливать их спиртом и поджигать. Да. И такие они вкусные. Помнишь, мы когда-то ездили зимой на горку с друзьями, Мгм. и вот эти колбаски брали, шпикачки брали, всякой всячины такой, и в снегу делали ямку такую, и делали костер и ели эти. Ой, как это вкусно на природе, да еще зимой, да еще после санок. Да, подогреваешь. Да. Ну, на, чтобы тебе тоже было вкусненько. Угу. Я не буду чавкать. А я буду чавкать. И так уже целая тарелка. Смотрите, с головой. И еще. То есть все просто, дешево и сердито. Все гениальное просто, да? Да. Дальше с бульона наша курка. Угу. Мы ее тоже будем обжаривать. Приблизительно такими же размерами, да? Да. Ну, как книжки пишут, должно быть 7 сортов мяса. Ну, Вот. если будет меньше, тоже неплохо. Но опять-таки кто-то чего-то выловит и посчитает, что там 7. Угу. Ну, что-то я сомневаюсь, что можно что-то по кусочкам выловить, по мелким вот таким, и сказать: о, блин, тут 7 сортов мяса, еще по такому кусочку определить, что это за мясо. Главное, чтобы ты в тарелке взял ложку, да, поднял, и там была полная ложка мяса. Вот Да, и все. вот это Это... реально сборная мясная. А когда ты зачерпываешь, она такая густая. А если добавить хоть одну картошинку, то это уже будет Это по-домашнему. по-домашнему солянкам. Но это опять-таки как пишет книжка. У кого как, в комментариях, пожалуйста, пишите.
Лучок более-менее прижаривается. И добавляем наш огурец. Вы знаете, у меня оставались огурцы, и чтобы они не покрылись белым налетом, это бочковые. Я их взяла, натерла на терку и кулечек и в морозилку. И, И все, вот- теперь мы достали ее и будем использовать. Да, и вдруг вот захотелось солянки, и достали эти огурцы, и замечательно. А вообще я на рассольник. Игорь все время режет на солянку, ты кубиками Ну тоже да, я режешь. кубиками режу. А ты в рассольник тоже И кубиками. рассольник кубиками режу. А мне нравится тертая. Да, Наверное, я потому везде что так кубиками мама режу. делала. Ну, у меня мама так делала. Да. Вот у каждого, как Да. мама делала, так оно и делала. Вы знаете, когда кто-то приготовит, другой кушает, так это вкусно. Согласен? Конечно. Закинули к нашим огурцам и луку. Закинули курицу. И немножко даем обжариться ей. Обжаривать курка. И мы отправляем все остальное мяско сюда же. И даем ему хорошенько обжариться. Вот так переколопуткали. Красиво. Ярко так уже получилось. А как оно ярко будет в животике. И все. И даем обжариваться. Так, обжарочка произошла. Добавляем томат. Само собой бульон. Смотрите, полная сковородка. Большая сковородка, 28 сантиметров. Полное мясо. Это же хорошо, когда полная сковородка мяса. Это томатную пасту с бульоном смешал. Да. Когда полная сковорода мяса, это очень хорошо. А потом же, знаете, да, кидается маслинка, лимончик, Ну, зеленуха, сметанка. Ты покажешь. Вот. И даем вот этой всей субстанции протушиться. Подружиться. А скажи, вот в этом блюде, да, все виды мяса, и телятина, и свинина, и курятина, все дружат абсолютно, да? Да. И Все дружат, но они как, они же готовые кидаются. Мгм. Просто если, например, по времени приготовления, то, конечно, курка сделается раньше, телятина вообще рано, свинья самая последняя. И сосиски вареные кидают, да? Кидают. Но мы купили всё. набор вот специально для солянки, да, там Да, уже. просто в домашних условиях делают все. В ресторанных условиях, конечно, идут мяса и плюс идут копчености. Ветчина, буженина и так далее. Мгм. А в домашних условиях нашел в холодильнике, блин. Как называют в Италии там, ага, пицца это пища для нищих, да? Но опять-таки, просто-напросто подумать, сколько стоит моцарелла, пармезан и сколько стоят ингредиенты. Ну, такая она для нищих. Но если они нищие, значит солянка это для нас нищих. Просто-напросто нашел в холодильнике 5 сортов или 7 сортов мяска какого-то, взял, сварил, сжарил. Хороший блин. нищий имеет столько сортов Ну, мяса. блин, пища нищих. Да. Так что, На этом этапе, да? так, смотрите, вот в принципе это все готово. То есть все разгоняется по своим местам. Все передружились и все прекрасно себя чухают. Вот. И на этом моменте, видите, бульки идут, но вот. Ага. Жир выделился. Соус находится в ингредиентах. Ой, такой Вот. густенький такой. И вот это все мы отправляем, только мы, как всегда, поменяли. А знаете кастрюлю. почему? Потому что трудно угадать, да, сколько получится Да. мясных ингредиентов.
И поэтому мы решили в такой глиняный... А ну, мне кажется, тут еще и вкуснее получится. Ну, конечно, оно еще и настоится. И мы отправляем наши все ингредиенты. Только ляпает она, блин, капец. Отправляем в нашу глиняную кастрюльку. Так. Все ингредиенты на месте. Теперь его надо подружить с бульончиком. Вот. Чтобы это все там передружилось. И дать ему хорошенько прокипеть. И в принципе, все. Соляночка будет уже готова. И наша соляночка прокипает, видите, как кипит. А как пахнет, просто-напросто застрелиться. Ну, когда-то мы были в России, и ее сибирский, ну это дядя. Вы крестный. Да, крестный. Вот, тот назвал ее кислянкой. Ну, с одной стороны, он прав, потому что она кисленькая. Вот, и он говорит, ну ладно, что, насыпай давай свою кислянку. Вот, в итоге мы насыпали кислянку, он съел одну тарелку, потом вторую тарелку, сказал, хоу, ну это да. Таки да? Да, таки да. Так что кислянка-то є готова, и презентацию уже покажем. Ну и наша соляночка, ну и естественно лимончик. Вот лимончик долечками режется. Маслинка может резаться, может ложиться целиком. Это уже как кому Только твои руки вижу. заблагорассудится. Вот. Ну и само собой обязательно. Знаете что, да? То, что я очень люблю. Что? Правильно. Шматана. Вуаля. Ну, если есть зеленуха, то посыпается зеленуха. Не там, Игорь. Сверху, в самом маленьком, да. Вот. У нас само собой, что она есть. Единственное, что она у нас в морозке. Вот. Ну, немножко мы можем вот таким макарчиком себе позволить. Итак, наша соляночка готова. Запах какой. Так что готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и всем приятного аппетита. Мы не учим. Конечно же, мы не учим, мы показываем просто-напросто, что мы едим и как мы готовим. Как это быстро, почему-то все считают, что ага, если шеф-повар, даже если пиццейола в лесу, то он должен кушать какой-то кусок мяса, блин, или какой-то стейк. Ест макароны, жареные яйца и соляночку вместе с головастиком. Пока. Ну Рукой все, двойной. двойная коза всем.